Слава Украине, привет всем от Полонского. Прошло время, как говорится, обеда у нас, а в Соединенных Штатах Америки утро, соответственно, проснулся Трамп, и тут, как говорится, Остапа, точнее его, Трампа понесло. Да. Ну, это ж по-другому просто не может быть. По-моему, такое есть у меня впечатление, что каждый день президента Соединенных Штатов Америки начинается с того, что он говорит какие-то глупости. А следующий день начинается с того, что он дезавуирует предыдущие глупости и говорит следующее. Вот. Но поскольку это все хайповые вещи, то шум, как говорится, вокруг этого всего полностью обеспечен. И вот на этот раз он накинулся через Твиттер, что удивительно, обычно он пишет через Truth Social. Может быть, это и там есть, я же не имею доступа к той сети. Вот, он через Твиттер накинулся на демократов. Оказывается, демократы, они такие злобные, чтобы вы понимали. И это из-за них, не из-за Трампа, это из-за них все беды в Соединенных Штатах Америки. Это они их довели до ручки. А значит, чего он на них накинулся? Потому что демократы, видите ли, потребовали в очередной раз импичмента Трампа. Напомню, что на прошлой каденции, если я так не ошибаюсь, его дважды импичнули, да. Вот дважды импичнули, правда, толку было мало, он-то сидел до конца каденции, но он тогда так не чудил, тогда не было впечатления, знаете, что у него черт вселился, и он вот совсем уж сошел с ума. Вот, только сейчас такое впечатление создается. А тогда... Ну, был странный человек, как говорится, да. Ну, правда, вот шестого, то, что он там учудил в январе, это уже такое дело. Помните, да? 6 января. Ну, вот тогда он очередной импичмент получил. Да, да бог с ним. Сейчас он требует, вот, значит, вообще... Значит, что они... Это вообще, значит... Эти конгрессмены заявили, что они не знают, почему они собираются объявить мне, это цитата, мне импичмент, потому что мы просто хотим это сделать. Да нет, там не из-за этого они хотят объявить импичмент. Но не суть. Я читаю дальше. Цитату Трампа. Республиканцы должны начать думать о исключении их из Конгресса за все преступления, которые они совершили, особенно во время выборов. Это нечестные люди, которые не дают нашей стране исцелиться. Почему мы позволяем им постоянно использовать импичмент как оружие против президента Соединенных Штатов, который, по всем данным, тяжело работает, чтобы спасти нашу страну? Ну и так далее. То есть он призывает фактически республиканцев выгнать демократов из Конгресса, ну так как-то получается. То есть это... Ну, я даже не хочу говорить, что это такое. Ну как, что это такое? Это он фактически здесь, в этом посте, может он понимает, может он не понимает, что он делает. Но де-факто вот этими словами он призывает к введению в Соединенных Штатах Америки однопартийной системы. Да? Когда есть одна партия, наш рулевой, да, и она показывает, всем указывает, как нужно жить, как правильно жить, вот, и как правильно все делать. А вот те все, ну, большевики, будем говорить, одна партия, а меньшевики, их надо, короче говоря, в утиль сырье. Вот, и все это, все бы это ничего. Ну, можно, знаете, как принять за такое сумасбродство. Но он же одновременно открывает Алькатрас, да, и сказал, что... Алькатрас, это кто не знает, самая мрачная тюрьма в Соединенных Штатах Америки, из которой, по-моему, вообще не было ни одного побега, или был один побег, а ну-ка поправьте меня, да, вот. И сказал, что туда поместит всех самых опасных преступников. И дальше вот он как-то так промямлил, я не очень понял. А также судей, я так понял, это мое уже мнение из того, что он сказал, также судей, которые этих преступников отмазывают. Судьи в Алькатрас, это что-то новое. Вот. И плюс к этому, значит, вот призвал просто-напросто разделаться с демократической партией и вышвырнуть ее из Конгресса, оставить только оставить только Единую Россию. Вот. Ой, он не в Единой России, как она? Магопитеков. Мага оставить, да, вот это вот очень хорошая партия, самая лучшая в мире, наш рулевой, идеи Чучхе и все, как говорится, в этом роде. И все будет однопартийная система. Я вам скажу такую вещь, что даже в Северной Корее вы будете ржать. Но даже в Северной Корее, как оказалось, очень долго была многопартийная,
понятно, что это не на самом деле многопартийность была. Может, она даже до сейчас сохранилась. Там есть Трудовая партия Кореи. И было несколько партиек небольших, которые Кимы держали для того, чтобы показать видимость демократии. Понятно, что эти партийки ничего абсолютно не решали никогда в жизни. Они действовали только в духе, как говорится, партии, от сих до сих, то, что им разрешили, пикнуть никогда не пикали. Вот. Но, как говорится, видимость многопартийной системы когда-то создавали. Вот поправьте меня, кто там сейчас по Северной Корее в курсе, если у них на сегодняшний день сохранились ли эти партии, или их уже ликвидировали за ненадобностью окончательной. Вот. Значит, еще вот интересная цитата, да, просто вот зашкаливает у Трампа неудовольствие демократами в стиле Ким Чен Ына. Цитата про демократов. Это полные подлецы, причем подлецы шрифтом, большими буквами, которые ненавидят нашу страну и все, за что она выступает. Твою дивизию. Вот. Просто, знаете, возможно, нам следует играть с ними в эту игру и исключить демократов за многочисленные преступления, которые они совершают. И это настоящее, большими буквами, опять-таки, преступление. Вот. Короче говоря, вот такая фигня. Трампу надоела многопартийная система. Хочет он, судя по всему, однопартийной системы. Вот. И тут ему, кажется, и Путин в помощи, и Ким Чен Ын в помощи. Я, короче говоря, балдею от этого всего. Вот. И особенно это все красиво звучит вместе с тем, что он говорит о американской прессе. Он уже ни разу, ни два в лицо журналистам из того же Wall Street Journal, из ABC, из NBC, из разных медийных групп, скажем так, манера подачи информации, которых ему не нравится. Он говорил, что вы бесчестные, что вам вообще не буду давать интервью и так далее, и так далее. Вот. А теперь он вообще заявил следующее. Это уже в своей собственной соцсети. Он заявил следующее. Перевод, цитата. В нашей стране больше нет свободной и честной прессы, прессы в кавычках. У нас есть пресса, которая пишет плохие истории и крупно обманывает в вопросах. Не в вопросах, а в опросах. А дальше большими буквами она, то есть пресса, скомпрометирована и коррумпирована. Печально, заявил президент Трамп в своей сети Truth Social. Друзья мои, смотрите, опять та же картина. Демократов удалить, значит, растоптать и выгнать из Конгресса, а прессу отменить, оставить только ту, которая пишет, значит, что ему, Трампу, как говорится, нравится. Елки-палки. Я даже не знаю, что тут можно, как это можно комментировать. И по поводу качелей, опять-таки, качелей Трампа, вот это вот то, что вывел, только уже не про санкции, не санкции, а тарифы. То же самое, по сути. А про военные расходы, я когда-то на это обращал ваше внимание, не знаю, вы обратили внимание или нет. Значит, смотрите, Трамп еще месяца, наверное, месяца два назад говорил о том, что за ближайшие 5 лет они уменьшат военные расходы в 2 раза. Что лично у меня вызвало, такую негативную реакцию. Вот, потому что, коль вы уже взялись за роль мирового полицейского, от которой вы сейчас, кстати, отказываетесь, судя по всему, то вы вынуждены тратить на вооружение свои деньги. Это и рабочие места в Америке и так далее, кроме всего прочего. Но сказала А, говори Б, у тебя же есть определенная политика, значит, вот я уменьшаю военные расходы. Окей, Полонскому это неприятно, не нравится, но что ж поделаешь, делай то, что ты сказал. Знаете, проходит 2 месяца или сколько. И он делает прямо противоположное. Вот не моргнув глазом, тут он говорил, что он, значит, уменьшает их в 2 раза, там с 900 миллиардов, там чуть меньше 900 миллиардов, до 500 с чем-то. А тут он говорит, не, я их повышаю. Это как? То есть 2 месяца назад ты не имел понятия, что ты будешь делать с военными расходами? Это же несерьезно. Что ж ты то туды, то сюды, то больше, то меньше. Сейчас он уже говорит, что, значит, рекордный бюджет будет. Да, в 1 триллион на 26 год. Ни о каком понижении речь не идет.
И этот значит, бюджет будет превышать на 13% текущий военный бюджет, который составляет там 892 миллиарда долларов. Опять-таки, я ничего против по сути, я против этого повышения ничего не имею. Я имею против по форме. Ты же, елки-палки, президент, у тебя же вроде бы как просчитанная на годы вперед, ну, экономическая не стратегия просчитана на годы вперед. Ты 2 месяца назад, к моему неудовольствию, говорил, что ты понижаешь бюджет военный в 2 раза. Проходит 2 месяца, ты его ухренячил и повысил. Ну елки-палки, где тут какая... Объясните, пожалуйста, где тут есть какая-то логика, где тут есть какая-то стратегия, тактика и так далее, и так далее. Я вообще ничего не понимаю.